Наверное, все слышали о таком городе, как Константинополь. Но куда он делся? Почему о нем и о его жителях больше нет никаких новостей? Сегодня мы приехали в это место и попробуем рассказать несколько интересных историй. После 2000 лет с момента основания город завоевали османы, а еще через 500 лет он был переименован в Истанбул и сегодня является одним из самых главных мегаполисов Турции. Однако, когда ходишь по этим улочкам, тебя не покидает ощущение, что Константинополь все еще здесь, что он просто ушел в тень. Везде и всюду можно легко наткнуться на остатки византийских сооружений. Они заставляют тебя задавать себе вопросы. Откуда здесь это? Что это значит? И ты невольно начинаешь искать ответы. Но ответов требовали и другие, более насущные вопросы. Что мы будем есть? Где мы будем спать? Мы приехали сюда не с туристическими целями. Это попытка выстроить для себя абсолютно новый и свободный образ жизни. Так, решили заняться журналистикой. Но подобные проекты очень редко начинают приносить результаты сразу же. А деньги на жизнь были нужны прямо сейчас. Поэтому мы сняли комнату на окраине за 500 лиров в неделю, это примерно 3500 рублей, и решили проверить, сколько мы сможем здесь заработать уличными музыкальными выступлениями. Конечно, мы те еще музыканты. Первые несколько дней в ближайших парках вспоминали мелодии. У нас даже были зрители, обычно маленькие дети и кошки. Если честно, выйти играть перед людьми – это непросто. Но мы решились, и в сумке зазвенели монеты. Почти зазвенели. В среднем за час нам удавалось заработать 20 лир, примерно 140 рублей. Насколько это много или мало для такого вида деятельности, мы не знаем. Но наши суточные расходы на двоих составляют минимум 1000 рублей. То есть, чтобы выходить в ноль, нужно выступать по 6-8 часов, что в принципе нереально, потому что периодически выгоняет полиция, иногда просто очень холодно, и у Марины сильно мерзнут руки, а у меня на губах начинает обветриваться кожа и появляются мозоли. Поэтому решили оставить выступление только для собственного удовольствия. Заработали на обед и отлично. Все-таки мы не ради денег сюда приехали. Нам интересны люди, что они думают о своем городе и достойным ли наследником византийского Константинополя стал сегодняшний Стамбул. İstanbul'da bazen yaşadığımı hissediyorum. Efsanevi İstanbul'da yaşadığımı hissediyorum. Çoğunlukla ülkenin ve şehrin diğer sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Eğer gerçekten tarihi yarımadaya gezmeye gidersem bunu hissedebiliyorum. İstanbul tarihi olarak Anadolu'ya göre tarihi çok büyük olan bir şey. Bizans'tan aldığınız zaman tarihi çok güzel, gezilmesi gereken çok güzel yerleri olmasından dolayı ve büyük bir şehir olmasından dolayı İstanbul'u 10 günde gezemezsiniz. İstanbul'u 10 günde dolaşamazsınız. İstanbul öyle bir büyük şehirdir ki yani bir ülkeye bedeldir. Fark çok. İstanbul yani bir metropol. Yaklaşık 20 milyon insanı barındırıyor. Daha da fazla. Benim şehrim Siirt 200 bin nüfusu barındırıyor. Yani demek oluyor ki İstanbul 40 kat ondan daha büyük. Onun için İstanbul'da avantaj daha çok. Естественно, на камеру люди хвалили свой город и свою страну, но реальное положение дел и реальные настроения на улицах абсолютно иные. Не для записи, один человек поделился мнением, что в Турции сегодня 3 беды: национализм, действующая власть и низкое культурное развитие. Относительно первых 2 пунктов понятно.
Но отсутствие культуры... Сначала мы сильно удивились и даже хотели поспорить. Однако к стыду своему не смогли вспомнить ни одного турецкого писателя, поэта или музыканта, чье имя было бы нам знакомо и это отождествлялось с мировой классикой. Как отметил наш знакомый, именно две первых беды порождают третью. Культура начинает вырождаться, когда в стране главенствует агрессивная политика и цензура. Что же тогда является бесспорным турецким достоянием? Конечно же, национальная кухня. Her memleketin kendine göre yemek çeşitleri vardır. Özellikle doğu yemekleri çok meşhurdur. En güzeli de doğu yemekleridir. Aynen doğu yemeklerinden devam ediyoruz. Yani Türkiye'nin özellikle Türk mutfağı çok zengin mutfak. Sadece 480 çeşit çorba var. 760 tane patlıcan yemeği var. Yani bunu üçe sığdırmanın bir anlamı yok. Pide, lavaş, lahmacun, tombik, yağlı ekmek, katmer. Bir de yöresel. Mesela ben Siirtliyim. Benim ana yemeğim büryandır. Et, kuzu et. Adana kebap, kuru fasulye. Yani yöresel yemeği. Her şehrin bir özel ve lezzetli yemeği var. Еда здесь на любой вкус, а цены приятно удивляют. Мы часто попадали на акцию, когда 3 блюда можно купить за 18 лир. Это примерно 130 рублей. А порции тут такого размера, что можно наесться даже вдвоем. Цены за аренду жилья, в отличие от еды, нас радовали меньше. Поэтому за 2 месяца в Стамбуле нам пришлось переехать 5 раз. В каждом районе мы для себя всегда отмечали, что местные очень заботятся о бродячих животных, покупают кошкам и собакам корм, строят им домики. Вообще, нам показалось, что некоторые будки даже строятся в виде типовых проектов городскими службами. Уж очень одинаково постройки выглядят в разных частях города. Еще мы всегда обращали внимание на чокчу – людей с большими телегами, собирающих бумагу, пластик и картон на переработку. Этим делом занимаются и местные, но большая часть мусорщиков в Стамбуле – беженцы и иммигранты. Это Идрис. В свои 16 он был вынужден бежать из Афганистана. Уже 3 месяца ему приходится собирать мусор на улице. Why in Afghanistan has a lot of Taliban. Afghanistan has a lot of war. Because I want to go to the Istanbul. I get to money. My city name is in the Jalalabad. In my district name is Bugedi. My family in live Afghanistan. I have 5 brothers. My father in mother Afghanistan. My work in the Chak-Chak. My work in the 3-month start to work. So my typical job in to go to in the car to friends. Весь город поделен на районы. В каждом районе трудится бригада из 5-6 человек. Они собирают вторичное сырье, и когда набирается полная телега, привозят ее либо к машине, либо на временный склад, где мусор сортируется, утрамбовывается и увозится на переработку. In the one days, I can money. I want to money in the gets to money in the 100. 200. 100 money. 100. 200. 2 yo 100. 100 I get. Нас очень удивляет, что местные жители помогают кошкам и собакам более охотно, чем людям. Нас удивляет, что власти заботятся о бродячих животных больше, чем о беженцах, которых на вполне легальных основаниях пустили в страну, но не обеспечили ни работой, ни медицинской помощью, ни жильем. Türkiye'de göçmenler var, dükkan kiraları, ev kiraları, insanların daha zor durumda, vergi verilmiyor. Onlar düşük parayla çalıştıkları için Türk insanı için daha zordur. Buradan Türk parası almıyorlar. Türk parası aldıkları maaşlarını dolar yapıp kendi memleketlerine gönderiyorlar. O da Türk ekonomisine zarar vermektedir. Çünkü dışarıdan gelen göçmen gruplar ülkede yaşayan diğer kişilerin biraz da işlerini ellerinden aldılar diye düşünüyorlar. Bu biraz ülkemize gelen misafirlere karşı ön yargılı olmamıza neden oluyor. I want to in the futures
I want to the future jobs I want to go to in the Europa, in the Belgium, in France, and I get to school. I get to school. I want to get to money. I have to Afghanistan. Afghanistan, my father and mother, and my brothers to really need to money. Виноват ли этот 16-летний афганский парень в том, что в его стране очень трудная ситуация? Ему тоже хочется жить, как и всем нам, в спокойном и свободном мире. С наступлением сумерек город не засыпает. Как и в любом мегаполисе, здесь всегда что-то происходит. В интернете очень много пугающих статей о том, насколько опасно на улицах в темное время суток. Но за 2 месяца жизни в Стамбуле нам не приходилось сталкиваться с существенными проблемами. А жили мы, опять-таки судя по этим статьям, в самых криминальных районах европейской части города. Еще до восхода солнца по городским улицам начинает разноситься приглашение на первую молитву. Она называется предрассветной и продолжается до момента, когда солнечный диск показывается из-за горизонта. Если вы живете на 50-м этаже какого-нибудь небоскреба и планируете совершать намаз дома, ваша молитва должна начинаться и заканчиваться раньше, чем у жильца с 1-го, 2-го или 3-го этажа. А это Айя София, или как сегодня правильно говорить, Большая мечеть Айя Софии. За 1500 лет существования это монументальное сооружение было православным и католическим собором, в период Османской империи – мечетью, в период образования Турецкой республики – музеем. А в 2020 году Эрдоган подписал указ, по которому Айя София вновь стала мечетью. Находясь внутри, ты испытываешь невероятную близость истории. Именно здесь провел свою последнюю молитву византийский император Константин, перед тем, как отправиться на крепостные стены и дать последний бой османам. Именно здесь, если верить легендам, можно было увидеть главные реликвии христианского мира, такие как терновый венец Христа, плеть его бичевания, святой гвоздь и копье Лонгина, части истинного креста и Туринскую плащаницу. Возможно, что все это вымысел, однако никто не станет отрицать, что Айя София является одним из самых культовых сооружений для всех христиан. Так почему Эрдоган принял такое решение? Всего год назад он говорил: «Сначала заполните голубую мечеть», тем самым давая понять, что София должна сохранить статус музея. Aslında dünya mirası olan Ayasofya'nın kullanımında hem politik sebeplerle hem de günün şartları bunu gerektirdiği için böyle bir camiye çevrilme ihtiyacı hissedildi diye düşünüyorum. Yine de dünya mirası olan Ayasofya Camisi önceki haliyle de hatırlanacaktır. После того, как Айя София вновь стала мечетью, многие мозаики закрыли тканью, полностью закрыли доступ к верхним этажам, а на время молитв женщин перестали пускать в мужскую часть, которая составляет 50% центральной части всего здания. Теперь посещать это место можно только согласно местным обычаям и законам, и в ближайшее время никаких перемен не предвидится. Причины очень банальны – падение президентских рейтингов. А такое решение – это попытка получить одобрение тех самых националистов и религиозных традиционалистов, которых, судя по статистике, 70% от всего голосующего населения в стране. А Айя София просто стала разменной монетой. Стамбул действительно как целая страна, очень неоднородная и неоднозначная. Это место, где история и мифы переплелись между собой, где погибали и рождались империи. Когда ты только оказываешься здесь, далеко не сразу понимаешь масштабы, но чем больше ходишь по извилистым улочкам, чем больше погружаешься в это пространство, внутри начинает рождаться ощущение, что ты оказался одновременно и в прошлом, и в настоящем. Здесь история настолько живая, что от многих мест буквально веет древними тайнами и загадками. У нас не возникает сомнений,
что Константинополь все еще здесь. Здесь до сих пор находится один из центров мировой торговли. Научные, культурные и технические достижения византийцев до сих пор используются в современном мире. Система исчисления, образования, свод гражданского права, общественные медицинские услуги, каноны в изобразительном искусстве. Возле крепостных стен Константинополя продолжают селиться люди, которые приезжают сюда в надежде на лучшую жизнь. Для нас этот город тоже имеет очень важное значение. Именно здесь началось наше большое путешествие по дальним странам. Именно здесь состоялось наше первое уличное музыкальное выступление. Именно здесь мы сделали этот документальный проект. Надеемся, вам было интересно, а мы отправляемся дальше.